Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PikeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас на следующую новостную неделю по таким играм, как Евротрак Симулятор 2 и American Truck Simulator, также платформы Trackers MP. В сегодняшнем блоге мы хотели бы показать вам еще один фрагмент грядущего расширения карты Исландии для Евротрак Simulator 2. На этот раз мы представляем подборку красивых церквей, которых вы сможете увидеть в стране огня и льда. Начнем с церкви Хатл-Лгарим Мискирикия в столице Исландии Рейкьявике, построенной в 20 веке. У этой церкви много превосходных степеней. Ее башня высота 73 метра, самая большая в стране, а еще в ней находится самый большой в Исландии орган. Хотя вы не сможете увидеть ее в билете, он является неотъемлемой частью панорамы Рейкьявика. На северном побережье острова также можно найти несколько примечательных церквей. Одна из них Акюрейрия, лютерская церковь в городе Акюрейри, расположена на берегу фьорда Эйрнфьюрдер в окружении гор. Другая Блюндуускиркиян, яркий образец современной архитектуры в небольшом городке Блюндоус. Из Акюрейри отправляйтесь на восток и к берегам озера Мивитан и городу Рейкьявик. Здесь находится Рейкьявик-Аркирия, церковь с удивительной историей. Во время изображения Крафлы в 1729 году лава уничтожила большую часть города. На деревянном церкви уцелела, когда поток разлился и прошел всего в нескольких метрах от ее стен. С тех пор ее дважды перестраивали. На восточном побережье Исландии находится небольшая, но впечатляющая церковь Сейдистфьюрдор. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны. Благодаря своему необычному цвету и дизайну она пользуется популярностью у туристов, особенно с тех пор, как ведущая к ней улица была выкрашена в цвет радуги. Если вы отправитесь на юг, то увидите винокурню, расположенную на склоне холма над Виком. Ее красная крыша и белые стены резко выделяются на фоне темного вулканического ландшафта, что делает ее одним из самых фотографируемых мест на южном побережье Исландии. На берегу реки Эльвиуса в городе Селфос стоит церковь Сельфонскирикиян, построенная и впоследствии расширенная во второй половине 20 века. Она заслуживает внимания хотя бы из-за своей впечатляющей башни. Еще несколько церквей ждут всего открытия, хотя их окрестности все еще находятся на раннем стадии развития, поэтому сделаем скриншоты двух из них в условиях места, построенных в 1095 году. Лютерская церковь в стиле модерн в городе Йосфайрдюр. Деревянная церковь построена в начале 20 века в городе Хусавик, отличная прекрасным мастерством, исполненная и архитектурно излучающая классический скандинавский шарм. На сегодня все. Если вам понравится это дополнение к карте, не забудьте поддержать нас, добавив дополнение Исландия в свой список желаемых в Steam. Подпишитесь на нашу рассылку, подпишитесь, чтобы получать новости о наших играх прямо в ленту, или TikTok, Black Sea, Facebook, Instagram, Twitter. Не забудьте поставить нам лайк, чтобы оставаться в курсе. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на Исландию будет расположена в описании данного видеоролика. Сегодня мы еще раз взглянем на грядущее дополнение к карте American Truck Simulator. На этот раз сосредоточимся на Южной Дакоте. Как и в Иллинойсе, наша команда по созданию карты усердно работала над воссозданием некоторых стоянок для грузовиков по всему штату, которые служат важными точками для отдыха, до заправки и знакомства с местными достопримечательностями. Давайте посмотрим, куда вас может привести дорога. Путешествуя по Южной Дакоте, вы увидите множество стоянок для грузовиков, разбросанных по всему штату. Водители могут отдохнуть и заправиться в таких городах, как Буффало, Спрингфиш, Мартин и Мердро, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой. Рапид-Сити, второй по численности населения города в штате, может похвастаться стоянкой для грузовиков, расположена недалеко от шоссе с видом на огромный промышленный комплекс. Следующая остановка для грузовиков у города Уолл, примечательна своим названием, которое отсылает к естественному стене из скалистых образований возле национального парка Бэдлендес. Здесь водители встречают фирменная высокая статуя динозавра, которая охраняет шоссе USA-14 и является поистине уникальной достопримечательностью.
Су Фоллс — самый густонаселенный город в Южной Дакоте. Можно похвастаться стоянкой для грузовиков, расположенной вдоль шоссе А-90, а также дилерским центром по продаже грузовиков и агентством по подбору водителей. В городе обязательно посетите мемориал линкора Южная Дакота, который посвящен военной истории штата и служит местом памяти. В Гуроне стоянка для грузовиков находится недалеко от озера Рейвен Парк. Водители, останавливающиеся здесь, также могут заметить поблизости сельскохозяйственную технику, что свидетельствует о том, о сильных сельскохозяйственных традициях этого региона. У Тауне здесь есть городская стоянка для грузовиков, расположенная недалеко от знаменитого здания Центра искусства, культурной достопримечательности, который придает городу особенный колорит. И, наконец-то, Байяозун. Город основан в 1907 году и назван в честь американских бизонов, которые когда-то в большом количестве бродили по этому земле. Здесь стоит отметить небольшой региональный аэропорт неподалеку, который придаст этому месту особенную атмосферу. Мы надеемся, что вам понравился этот обзор стоянок для грузовиков в Южной Дакоте. Как всегда, имейте в виду, что дополнение все еще находится в разработке, поэтому детали могут измениться до релиза. Если вам не терпится исследовать это место, не забудьте добавить дополнение с Южной Дакоты в свой список желаемых гостей, а также подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Bloxy, YouTube. Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше анонсов. Увидимся в пути. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. У нас есть еще немного контента, чтобы продемонстрировать нашему лучшему сообществу все за все. Время предстоящего проекта Benelux Rework для Евротрак Simulator 2. Наши дизайнеры карт в настоящее время работают над обновлением Брюсселя, столицы Бельгии, и именно туда мы направимся сегодня. Брюссель расположен в самом сердце Бельгии, вдоль реки Сенния, часто называемой столицей Европы, из-за того, что здесь находится Европейский Союз и многие другие международные организации. Но помимо политики, город очарователен посетителям сочетания истории, культуры и архитектуры. Средневековые площади соседствуют с жемчужинами в стиле Аурун-Нуву, кафе и рестораны, отмеченные звездами Мишлен, превращают его в рай для гурманов. Основная часть Брюсселя, которая оживает в рамках проекта Benelux Rework, это городское кольцо со сложными развязками в центре этой сети. Оно соединяет промышленные зоны муниципалитетов Фореста и Андерлехта, где расположен автомобильный завод, химический завод и логистический центр. Все они будут полагать на ваши услуги для обеспечения эффективной транспортировки товаров. Вы также сможете заглянуть в муниципалитет Схарбек, где ваши поставки будут поддерживаться работой в строительной площадке. С кольцевой дороги открывается вид на нескольких характерных достопримечательностей Брюсселя. Среди них всемирно известный Атомиум, выставочные залы Брюссель Экспо и городирная электроцентрали Дрогебес, которые по ночам подсвечиваются игривыми светодиодными огнями. Все эти здания формируют уникальный силуэт города. В муниципалитете Схарбек можно увидеть прекрасно воссозданные достопримечательности, такие как медкомплекс Медпарк и со современными зданиями медцентром Фрейм и телекоммуникационной башней Тауэр Ройерс. Мы считаем, что нам удалось гораздо точнее попасть в цель, сосредоточившись на логистике и доставке грузов транспортом, говорят Хон Зарс, руководитель проекта Benelux Rework. Надеемся, вам понравится это обзор столицы Бельгии, но, пожалуйста, имейте в виду, что работа над проектом все еще не завершена. До новых встреч, следите за обновлениями, подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Bloxy, YouTube и Instagram, а также подпишитесь на нашу рассылку. Желаем вам безопасных путешествий. В связи с предстоящим выходом нашего нового дополнения Conchis для Евротрак Simulator 2, мы знаем, что многие из вас интересны, как автобусы и автопоезда будут работать в нашем игровом мире. Важной частью этого процесса, конечно же, являются сами автобусные станции. Эти локации станут основными пунктами, где игроки будут забирать и высаживать пассажиров. В последнее время наша команда уделяет им особое внимание, готовит игровой мир для автобусов. Мы поговорили с двумя разработчиками, которые участвовали в создании ETS-2 для этого грядущего модуля, о том, как они обновляли старые перифебы и добавляли совершенно новые станции. Когда началась работа над проектом Conchis в более чем 100 локациях на карте, ETS-2 уже использовалось 7 соборных моделей автобусных станций. Домик, продюсер Project Conchis, объясняет: мы планируем полностью переделать 6 из них, так как им почти 10 лет. Одной из новых сборных моделей из нашего дополнения Road to Bloxy получит легкое обновление. Некоторые планировки останутся прежними, но другие получат совершенно новый дизайн, основанный на реальных локациях. В отличие
отличие от старых заборных конструкций, которые были окружены заборами или стенами, новые позволяют нам убрать их, чтобы станция могла быть органично вписываться в окружающую среду. Может показаться, что создание этих станций было напрасной тратой ресурсов, но это не так. Эти сборные конструкции хорошо выполняют свою функцию. Благодаря им мы теперь можем перестроить более 100 автобусных станций по всей карте. Однако не все автобусные станции, которые вы встретите, уже были в игре. На самом деле мы добавили многие новых станций, чтобы улучшать общее покрытие по всей Европе. Мы проверили расположение станций и постарались заполнить как можно больше пустых мест, а также добавив автобусные станции в большинство крупных городов, объясняет Доминик. Иногда наши дизайнеры карты уже создавали собственные автобусные станции, похожие на депо. В других местах у нас не было ничего поблизости от центра города или от настоящего автовокзала. Поэтому нам пришлось импровизировать и использовать небольшие остановки, которые в реальности иногда используются автобусы. Конечно, некоторые станции выделяют больше, чем другие. По возможности мы стремимся воссоздать известные или знакомые автобусные станции. Всякий раз, когда у нас были возможность включить в масштаб нашей карты знаковую автобусную станцию из реального мира, мы старались использовать ее и построить совершенно новую станцию. Прекрасный пример Хундоуара в Румынии, который является совершенно уникальным местом. В некоторых случаях мы могли даже добавить новую дорогу и разместить переработанную модель с несколькими примечательными объектами вокруг нее, объясняет Доминик. Каин, один из наших дизайнеров карт, добавляет на некоторых политических станциях ориентироваться будет сложнее, чем на других. Наши тестировщики следят за тем, чтобы на станциях было сложно, но возможно маневрировать. На некоторых станциях вы можете столкнуться с другими транспортными средствами, которые уже припаркованы. Это будет происходить редко, но сделать остановку более сложной. Помимо внешнего вида была улучшена функциональность автобусных станций. При создании новых сборных станций мы учитывали требования к пространству, необходимому для маневрирования автобусов. Благодаря появлению небольших остановок у игроков будут совершенно разные впечатления, в зависимости от того, где они находятся, добавил Доминик. Мы также видели, как некоторые игроки на наших форумах спрашивали, будут ли обновления карты, связанные с Project Coaches, доступны только тем, у кого есть дополнение. Мы рады сообщить, что любые изменения, внесенные в базовую карту или существующее расширение карты, будут доступны всем, у кого есть ETS 2 или соответствующие дополнения к карте, независимо от того, есть ли у вас самое дополнение Coaches. Работа не заканчивается с выходом игры, как говорит Доминик. Мы планируем оказывать долгосрочную поддержку, добавлять новые станции в будущем дополнения и обновления, а также на текущую базовую карту. Мы надеемся, что вам понравится читать о текущей работе над проектом The Eurotrack Simulator 2. Если вам не терпится сесть за руль туристического автобуса, обязательно добавьте этот предстоящий модуль в список желаемых в Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новостями об этом дополнении по мере его разработки. До новых встреч, и пусть ваши путешествия будут безопасными. Ссылочка на данный DLC будет расположен в описании данного видеоролика. А вот на очередной выпуск Road. На этот раз Немеру, Марк и Оскар приглашают вас посетить Макс Экспорт Центр в Аллентауне, штат Пенсильвания. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Мак Трактерс за приглашение в их легендарный центр впечатлений, а также Зака Фендисера, Майкера и Дуга Мани, которые провели для нас экскурсию. В этом выпуске мы исследуем их выставочный зал, заглянем в магазин товаров и посетим музей, чтобы погрузиться в богатую историю Макс и увидеть не только грузовики, но и автобусы, пожарные машины и даже Мегатрон из фильма «Трансформеры». Кроме того, у нас была невероятная возможность сесть за руль и прокатиться на некоторых из их грузовиков по впечатляющей испытательной трассе. А теперь без лишних слов давайте посмотрим видеоролик. Ссылочка на данный видеоролик будет расположен в правом верхнем углу экрана. На сегодня все. Мы надеемся, что вам понравится этот выпуск. И еще раз огромное спасибо Мак Трактерс, благодаря которому все это стало возможным. Не забудьте отплатить им тем же. Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Instagram. Не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Balxy и YouTube, чтобы не пропустить ни одного нового выпуска SSS Road. Мы будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями. Продолжайте в том же духе. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках
или вот на приложение iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Что ж, теперь переходим на платформу Trackers MP. Конвой Prime Logistic 246. Добро пожаловать в наш конвой. Благодаря нашей команде СС мы обеспечим вам качественный конвой и надеемся, что вам понравится поездка. По оценкам, колонна будет в пути 65 минут, а ее протяженность составляет 935 километров, 677 миль. Время встречи 17:00 по Гринвичу, 18:00 по восточному времени. Время отправления 18:00, 19:00. Место старта Биллисток, игровые автоматы, общедоступный Транстерс. Пункт назначения Резекне, Балтийск. На восток за пределы Балтийского моря. Требуется DLC, The Lost Blacks. Экспресс Золотой Феникс, 130. Golden Phoenix Express — это активная, дружелюбная и профессиональная семья ВТС, исследующая дороги ТС-2 и АТС. И мы фокусируемся на том, чтобы быть активными в сообществе Trackers MP, посещаем множество общественных мероприятий каждую неделю, а также устраиваем наши собственные популярные еженедельные автоколонны. Присоединяйтесь к нашей 130-м еженедельной колонне. Наше путешествие начинается в Варне, знаменитой своими пляжами Черного моря и древними римскими банями. Направляясь на запад, наш маршрут пройдет мимо исторического музея панорамы Плевена. Затем мы увидим величественный Софийский собор Александра Невского и оживленный бульвар Фитоша. Мы завершим нашу поездку в Пирдолле и с его безмятежные горные пейзажи и причудливой городской площадью. Ежемесячный конвой Твинстон Транспорт сентябрь. Пожалуйста, обратите внимание, что мы используем все наши общедоступные серверы для обучения персонала. Рекомендуется прокладывать маршрут до начала игры. Дата 09.09.2025. Место отправления Таранто, Италия. Пункт назначения Болонья, Италия. Расстояние 692 мили. Сервер ТВД. Время встречи 19:00. Без часового пояса. Арабский транспортный сентябрьский конвой. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему автопробегу, который состоится 11 сентября 2025 года от Роскофофа, Франции, до Лиможа, Франция. Мы будем ехать по красивым дорогам, чтобы получить еще больше удовольствия и азарта от вождения. Мы уверены, что вам понравится с нами. Мы надеемся увидеть вас там. Сервер Арабский транспортный сентябрьский конвой. Время встречи 18:00 по всемирному координированному времени. Время отправления 19:00 по Гринвичу. Дата 11 сентября 2025 года. Требования дополнения Вильнюс, Франция, DLC. Начальная локация Роксфолл, морской порт. Пункт назначения Лимож, город. Глобальный грузовой общественный конвой сентябрь. Привет всем! Пришло время нашего сентябрьского публичного мероприятия. На этот раз мы отправимся по живописным дорогам в Европу и надеемся, что многие из вас смогут присоединиться к нам. Все наши публичные мероприятия будут проходить во второй четверг месяца. К нам приглашаются все, кто работает в ВТС и за его пределами. Перед парковкой мы рекомендуем вам проверить, заправлено ли топливо в вашем грузовике и нет ли на нем повреждений. Дата 09.11.2024 года. Время встречи 17:30 по Гринвичу. Время отправления 18:00 по Гринвичу. Место встречи Зальцбург, компания Ренат. Игра и сервер GTS 2 Симулятор 2. Дополнение отсутствует. Празднование 3-й годовщины Чина ЛК Team. Команда China Top была создана 15 сентября 2022 года, и с тех пор прошло уже 3 года. В этот знаменательный день мы планируем провести торжественное мероприятие, на которое приедет более 45 команд. Мы очень рады, что вы приедете к нам и хотим вместе отпраздновать это событие. Команда China LK была создана 15 сентября 2022 года, менее чем за месяц до святого 3-го дня рождения. В этот памятный момент мы обсуждали проведение праздничного мероприятия, на котором соберутся 45 команд. Мы с нетерпением ждем этого события, давайте отметим его вместе. Конвой Prime с АТС номер 57.
Добро пожаловать на наш непринужденный ежемесячный АТС-конвой. Имейте в виду, что в этом конвое не будет службы сопровождения. Мы рекомендуем вам проложить маршрут, чтобы не заблудиться. Время встречи 21:30 по Гринвичу, 22:30 по восточному времени. Время отправления 22:00, 23:00. Место отправления Кер де Аллен, Астил. Пункт назначения по Каталео, Чемс, DLC, Айдахо. Сентябрьский конвой Nexton Logistic номер 59. Мы рады приглашать вас в наш сентябрьский автопробег Nexton Logistic и будем рады видеть вас на одном особенном мероприятии. Мы приглашаем вас отметить свое присутствие и присоединиться к нам, чтобы совершить увлекательное путешествие по самому сердцу Европы. Наше путешествие начинается в Лейпциге, где мы едем по широким скоростным полосам знаменитых немецких автобанов. Покинув оживленные дороги Германии, мы направляемся на восток, в Польшу, где нас ждет живописный пейзаж и атмосфера. После долгой поездки меняющей ландшафтом Польши, мы прибываем в Познань, город с богатой историей торговли. Независимо от того, приехали ли вы сюда ради поездки и видов или дружеской атмосферы, это конвой обещает вам сбалансированное сочетание скорости и живописных пейзажей. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашей команде организаторов мероприятия. Nexton Logistics с нетерпением ждет вас с вами в пути. Дата 13 сентября 2025 года. Время встречи 12:00 по Гринвичу. Время отправления 13:00 по Гринвичу. Отправление Лейпциг. Пункт назначения Познань. Сервер событий. Часовой пояс отсутствует. Официальный конвой ЕТС-2 сентябрь 2025. Запланирован наш официальный сентябрьский автопробег 2025 года, и вы все приглашены. В этом месяце мы отправляемся в Бану Луку, Боснии и Герцеговины, и будем путешествовать по Балканам до самого Скопья, Северная Македония. Мероприятие состоится 13 сентября 2025 года в 17:00 по Гринвичу. Ориентировочное время в пути 90 минут, возможно чуть больше, если вы едете в хвосте. Перерыв не запланирован, но вы можете остановиться в безопасном месте, если вам это необходимо. Вы можете узнать время отправления в нашем часовом поясе по этой ссылке. В зависимости от требований их пропускной способности мы можем перекрыть доступ к некоторым компаниям с помощью знаков и ограждений, поэтому убедитесь, что вы направляетесь в открытую компанию. Здесь достаточно места, пожалуйста, не паркуйтесь на тротуарах. Что касается места назначения, команда организаторов подскажет, в какой компании можно припарковаться. Тур по Швейцарии и Австрии. Мы приглашаем вас после лета в Швейцарию и предлагаем вместе проехать через Гроссглокнер и в Клангенфурт. Мы встретимся в Женеве. Общая протяженность маршрута 1158 километров. Место встречи в 19:30 и выезжаем в 20:00. После лета мы приглашаем вас в Швейцарию, чтобы вместе проехать через в Клангенфурт. Встречаемся в Женеве. Общая протяженность... Траурный конвой начальника Дуджака. Приглашаем в траурный конвой. Уважаемое сообщество, мы сердечно приглашаем вас присоединиться к моему траурному конвою. Конвой Дуджас Босс Старт Ганновер Фольксваген. Пункт назначения Рим Экснона. Протяженность маршрута 1693 километра. Один раз, перерыв 20 минут. Покраска Дуджака. В черный цвет, все участие в ФМН Прокраска. Срезанные цветы. Встреча в 19:30. Отправляемся в 20:00. Связь команды Голос Сим-2. Дата окончания регистрации 08.09.2025 года. Мы с нетерпением ждем многих участников. Конвой в честь торжественного открытия Sim Companions. Ожидание закончилось. Мы рады сообщить об официальном запуске Sims Companions. Что может быть лучше для празднования, чем наш первый в истории публичный автопробег. Приготовьтесь к захватывающей поездке по Норвегии от шумного Осло до прекрасного прибрежного города Ставангер. Это больше, чем просто поездка. Это начало чего-то особенного. Мы приглашаем всех водителей насладиться дружеской атмосферой и потрясающими пейзажами. Багетное шоу номер 20. Добро пожаловать на 20-е мероприятие Багетный клуб. Надеемся, вам все понравится. Это мероприятие начнется 14 сентября в 16:00 по всемирному координированному времени в симуляции 2 и пройдет в Залцербурге на площадке для отдыха рядом с выездом на шоссе Е55. Конвой Trackers FM сентябрь 2025.
Сейчас самое время конвоев. В рамках нашего сентябрьского мероприятия мы отправляемся в путешествие по живописным местам Западных Балкан. Мы надеемся, что вам понравится открывающие по пути виды. Дата 14.09.2025 года. Встреча 17:00. Отправление 18:00. Альтернативное начало зоны парковки мероприятия. Конец любая зона, где нет столкновений. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась, надеюсь, вам понравилось. С вами был, как всегда, я, Михаил Пайкмейкер. Не забывайте план действия, которые видите прямо на наших экранах, а лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока!